Это что-то с чем-то. Прям реально его ждет. Сердечко прямо. Приветствую всех любителей активного образа жизни. Меня зовут Артем. И сегодня наш второй выпуск, который будет посвящен экстремальному виду спорта – парашютному спорту. Практически каждый из нас хоть раз задумывался о прыжке с парашютом, а некоторые даже воплотили мечту в жизнь. Но мало кто знает, что это полноценный спорт со своими дисциплинами, чемпионатами и даже присвоением званий. Поэтому предлагаю отправиться на аэродром, узнать, как выглядит тренировка парашютиста, узнать, всегда ли раскрывается парашют и нужна ли страховка. А пока я набираюсь храбрости, окунемся в историю этого спорта. Человечество давно стало искать способы безопасного спуска на Землю с различных высот. Идея создания парашюта пришла Леонардо да Винчи. В его рукописи 1485 года упоминают о безопасном спуске с высоты с помощью палатки из накрахмаленного полотна размером 12 на 12 локтей. Действительно, такое приспособление с длиной сторон 6,5-7 метров обеспечивало безопасный спуск человека с любой высоты. В 1783 году Луис Ленорман выполнил прыжок с крыши обсерватории Монпелье на сконструированном им приспособлении. В 1797 году над парком Монсо в Париже был совершен первый настоящий прыжок с парашютом. Француз Андре Жак Гарнерен прыгнул с воздушного шара, находившегося на высоте 680 метров. 1 марта 2012 года был совершен первый прыжок с парашютом из самолета. Его совершил американский капитан Альберт Берри в штате Монтана. На высоте 460 метров Альберт Берри сел на трапецию, свисающую с передней части биплана, и спрыгнул, вытягивая за собой парашют. Изобретателем парашюта в современном виде является Глеб Котельников, инженер из Санкт-Петербурга, который первым в мире создал ранцевый парашют. В 2012 году он получил патент на это изобретение в России, Франции, Германии и США. Он впервые разделил все стропы подвески на две группы, расположил парашют в ранце, крепившемуся к летчику. Было применено полюсное отверстие в центре купола для выхода воздуха. В 1934 году конструктором Лобановым была предложена новая формула купола – квадратная и плоская. А в 1935 году новый спортивно-тренировочный парашют с переменной скоростью снижения был принят в эксплуатацию. В 1951 году был проведен первый чемпионат мира по парашютному спорту, в котором участвовали представители европейских стран. В Москве первый чемпионат прошел в 1953 году. Интересные факты. Самым возрастным парашютистом справедливо признана Дороти Хофнер. В свои 104 года она совершила прыжок с высоты 4000 метров. Она уже прыгала раньше и заявила, что возраст – это всего лишь цифра. Самым непревзойденным, смелым и отчаянным до сих пор остается Феликс Баумгартнер. Он прыгнул с высоты 38 600 метров. Во время свободного падения из стратосферы Феликс разогнался до 1342 км в час, превысив скорость звука. Этим прыжком были установлены сразу 3 мировых рекорда. Есть парашютисты и среди животных. Например, в 40-х годах в США проводилось переселение бобров в дикую местность путем сбрасывания их с парашютом из самолетов. Также пес может стать парашютистом. Это доказал мопс Отис, сопровождавший хозяина в течение 10 лет и 64 раза прыгавший с парашютом. Американский скайдайвер Люк Эйкинс совершил исторический прыжок без парашюта с высоты в 7,5 километров. 42-летний экстремал удачно приземлился на натянутую между строительными кранами сетку на уровне 20-го этажа. Я готов. Вот мы и прибыли на подмосковный аэродром Батулино, где в свое время располагались авиаполки, а сейчас здесь находится парашютная дроп-зона Аэроклассика. Именно здесь мы пройдем базовую тренировку по парашютному спорту и узнаем все нюансы первого прыжка с парашютом. Стоит заметить, что один из самых важных факторов в парашютном спорте – это, естественно, погода. И сегодня, как видите, она не совсем летная, но сейчас узнаем у инструкторов, будут ли сегодня прыжки. И в любом случае пройдем теоретическую и практическую подготовку. Поэтому предлагаю не тратить время и отправляться.
Давайте, я так понимаю, все приехали прыгнуть с парашютом D6 самостоятельно, с высоты 800 метров и так далее. Ваш инструктор сегодня я сейчас вас подготовлю к прыжку, пройдем теоретическую и практическую часть, получим парашют и прыгнем. Погнали, писать заявление. Парашютный спорт – один из самых безопасных экстремальных видов спорта. Владимир, а сразу вопрос расскажите. Вот я начинающий парашютист, решил заняться парашютным спортом. Приблизительно, как мне двигаться в этом программе? Мне сказали, приедь, для начала прыгни. Вот я приехал, сейчас заполняю прыгать. Дальше. Классическая схема. Есть две программы обучения по прыжкам. То есть, если вы прыгаете по классической, так сказать, программе, то необходимо прыгнуть 3 раза с парашютом D6 серии 4. И дальше уже после третьего прыжка можно записаться на вторую программу, которая вас с круглой техникой учит свободному падению. Либо после третьего прыжка можно начать прыгать с парашютом типа ПТЛ, но это прыжки, которые просто дают вам навыки, некоторые управления, тоже круглый купол. Также есть программа обучения АФФ, она предполагает сразу прыжки с инструкторами, с крылом, для нее круглые прыжки не обязательны. Каждая программа имеет свои плюсы, свои минусы. То есть 3 раза я прыгаю с тем парашютом, который мы сейчас прыгаем, да? D6 он называется круглый, да? Да. Это сколько свободное падение у нас будет? Там нет свободного падения как такового, там падение под стабилизацией до 3 секунд. Ага. А после этого высота выше или с какой высоты мы будем прыгать? После этого, если вы решите прыгать с парашютом типа ПТЛ, который я поминал, то там высота становится повыше, там в зависимости от опыта 1100, 1400, 1800, соответственно, время падения 10, 20, 30 секунд. И этот парашют, в отличие от D6 серии 4, он управляемый. То есть он уже управляемый. имеет свою скорость. Да, Сейчас, то есть мы прыгаем на самой простой системе, у нас свободного падения как такового нет. Да, высота... это ознакомительные прыжки, чтобы вы вообще поняли, что это такое. То есть понять, наше, не наше, да? Да, ваше, не ваше, ну и, соответственно, давать сложную технику какую-то управляемую сразу парашютисту, это... Как вообще это вот такой вопрос? У вас какой-то есть групповой набор или это все в индивидуальном порядке? Я, то есть, просто каждые выходные приезжаю, да, и прыгаю, и меня как бы вот уже знают, инструктор, вы меня знаете. С парашютом D6 в общем порядке в 10:30 построения приезжайте в любое. Дальше уже, да, проводятся наборы, скажем, по классической программе. Вот сегодня у нас будет набор, можете потом, если будет интересно, спросить уже непосредственно инструктора классической программы. Объявляется набор, отслушивается теория, и дальше вы уже в свободное время приезжаете и прыгаете. Мы обратили внимание, что вот в первом выпуске, что сейчас, виды спорта, где такой домашний костяк свой образуется, где люди вот ко всему относятся как к своему такому родному. Мне прям это вот нравится. Ты как будто попадаешь домой, в свою тусовку. Ладно, пойдемте, давайте посмотрим, что за теоретическая подготовка. Подготовка будет состоять из 3 теоретических, 1 практической части. Если во время инструктажа возникают какие-то вопросы, не стесняемся, задаем. Лучше вы получите ответы здесь, чем чем столкнуться с непонятной ситуацией для вас. Прыгать мы сегодня будем с парашютной системой D6 серии 4. Повесной система. Все видите. Ранца. Стабилизирующего парашюта. Круговая лямка. На левом плече, вы все видите, это кольцо. А на кольце есть резинка, она поможет вам не потерять кольцо в воздухе. Мы с вами в сильный ветер прыгать не будем, поэтому, пожалуйста, не на земле, не тем более в воздухе. Расчехлочное устройство руками не трогаем. То есть, если не я, то он. Одеваем парашют. Только не мне. Положение. Мы находимся также в руку в резинку. И беретесь за кольцо. Все, с этого момента стабилизирующий парашют вышел из камеры и наполняется. Парашютист начинает снижение под наполненным стабилизирующим парашютом и кольцо. Клапана ранца и стабилизирующий парашют. Камеру с уложенным в нее основным парашютом. Стропы выходят на полную длину. Проходи, пожалуйста, вперед. А лучше развернись к нам и потяни стропы на себя, да. Стропы выходят. Так, тихо. Судя по всему, это стропы. Да. Основной парашют выходит из камеры.
и наполняется. Да, парашют наполнился. Вытянутой руке. Парашют начинает поворачивать в соответствующую сторону. Парашют D6 это круглый купол, который в воздухе нейтрален. Если нам нужно уйти вперед, да, то мы можем натянуть передние группы. Вот, тяни на себя, да, это все купол. Передние группы. Начнется движение вперед. Имеет площадь 1,5 квадратных метра. Вот это расстояние от одной силовой ленты до другой называется секция. Запасной парашют Z5 серии 4. Правой рукой рывком уже назад. То есть вот таким образом резко нужно будет его выдернуть. Специально лучшие умы еще Советского Союза придумали эту ручку специально для вас, чтобы вы могли его ни за какие другие элементы, но парашют. Помните, что это возможно последний шанс. Обувь должна быть на толстой плоской подошве с хорошей фиксацией далее, насколько таковые не являются должен быть исправный, заряженный с положительным балансом мобильный телефон. Куда мы сейчас записываем номер. Записываем его наблюдатель, спасатель, вышка. Будет пройден в кабинет доктора, опрашивает, осматривает, мы его расписываемся в журнале, подтверждаем, что с нами все в порядке. Записались в подъем, далее проходим на склад. Сюда получаем технику. Нам выдают основной парашют, запасной парашют, шлем, перчатки. Владимир, подскажите, со скольки вообще лет можно заниматься парашютным спортом? Ну, начинать самостоятельные прыжки можно с 14 лет с круглой десантной системой. Но при этом необходимо в 14 лет, если прыгает человек до несовершеннолетний, ему необходимо либо присутствие родителей, которые напишут у нас на аэродроме согласие, что я разрешаю, либо нотариально заверенное разрешение от них, чтобы он с собой привез. То есть человек выбирает ближайший аэродром, там звонит, договаривается, приезжает на аэродром, знакомится с инструкторами, правильно, и также проходит такую же подготовку, да? Как и я. Хорошо, а еще я знаю, что вот есть несколько видов, вы вот уже рассказывали, что есть классическая и есть вот ускоренная программа на крыло. Чем они отличаются принципиально? Классическая программа – это прыжки с круглым парашютом, то есть на свободное падение. Вот у нас на свободное падение рассчитаны скаут. Вот они серенькие. И вот там, эти? Да. Ага. И также P1U парашют, но он ожидается на больших высотах. В чем плюс? Круглая система прощает раскрытие в любой позе, в принципе. То есть, если вы падаете в беспорядочном падении, еще как-то, то она простит, а откроется безопасно. То есть, вы учитесь принимать правильную позу, бороться со всякими неприятностями в воздухе. Если вдруг не справились, то парашютная система это простит. Соответственно, вы всегда прыгаете один. На нижних заданиях прыжки по программе выполняются с 600 метров до 2 километров. На нижних заданиях инструктор наблюдает за вами в самолете, как вы выполнили задание, потом на разборе ставит оценку. Вот у нас сейчас проходит как раз новый набор второй программы. Далее, когда уже высота позволяет инструктору также выпрыгивать, он выпрыгивает следом за вами, но прыгает падает на некотором расстоянии. То есть вы падаете, выполняете задание, он со стороны рядышком падает, наблюдает, все ли вы правильно сделали. Да. Вот. Выполнив все задания, их 11 штук, вы получаете допуск на прыжки с крылом. Ваша задача научиться в момент раскрытия падать ровно, стабильно на животе. Вторая программа AFF, она предполагает прыжки с двумя инструкторами сначала, то есть вы прыгаете с 4000 метров с парашютом типа крыло, у вас рация. Вас держат два инструктора. Первый прыжок должен быть обязательно тандем, вы должны знакомиться. Дальше прыгаете с двумя инструкторами, которые держат и справляются. Когда вы в качестве пассажира прикреплен к инструктору, то, что мы видим на фотографиях, вот эти для туристов вот в подарочных сертификатах. Вот АФФ тоже начинается с этого же. Вам там дают навыки пилотирования. Дальше вы прыгаете с двумя инструкторами, там выполняете задания. Я не проходил АФФ, поэтому я вкратце что знаю. Вот. В чем плюс? Вы сразу учитесь пилотировать, вы прыгаете с парашютом крыло, вы прыгаете с большой высоты, но в программе, на мой взгляд, появляется некая наработка вот в классической, то есть вы привыкаете не зависеть ни от кого, то есть что ваши ошибки никто не будет исправлять, да?
Тут ваши ошибки всегда исправляют. Ну, возможно, появляется некая психологическая зависимость. Возможно, студент АФФ после выпуска менее готов к нестандартным ситуациям, которые могут с ним случиться. Но, в принципе, обе программы ведут к одному и тому же. АФФ более быстрая и требует большего вложения денег моментальная. Классическая программа менее требовательна к перерывам, менее требовательна, грубо говоря, к деньгам. Сегодня вот я прыгаю, у меня все оборудование арендовано, я арендую у вас. Да. Есть такое, что в парашют приходится сразу с каким-то своим оборудованием? Ну, наверное, это не имеет большого смысла, потому что даже если вы прыгаете АФФ, то после того, как вы закончите программу, вы начнете прыгать с максимальным, так сказать, размером крыла, потом оно у вас будет уменьшаться, то есть сразу покупать парашют типа крыло, чтобы потом через какое-то время покупать меньшего размера, ну, наверное, нет смысла. Потому что парашют достаточно дорогое удовольствие, есть смысл попрыгать на арендованном. Пока что я весь в теории, потому что все-таки экстремальный вид спорта, хоть и самый безопасный из всех экстремальных, но все-таки экстремальный. Поэтому слушаем, вникаем, ничего не забываем, записываем. Все, продолжаем дальше. Далее последует команда «Внимание! Подъем!» Руку в кольцо. По этой команде берем правую руку, продеваем в резиночку и беремся за кольцо. И с этого момента до раскрытия парашюта кольцо из руки не выпускаем. Прозвучала команда «Пошел», нас хлопнули по плечу, перенесли вес на левую ногу и выпрыгнули из самолета. Далеко выпрыгивать не надо, задача просто отпрыгнуть от борта, не удариться об него. Полметра, метр. Просто выпрыгнуть из самолета в направлении хвоста. Выпрыгнули и сразу приняли позу плотной группировки. Ноги сжаты вместе, прижаты к запаске. Обе руки на кольце. Голова опущена вниз. И громко вслух. 521, 522, 523, кольцо. 524, 525, купол. Давайте посмотрим на карту. Вот наш городок. Взлетно-посадочная полоса. Вот это большое поле, это поле вашего приземления. Дальше. Встали и любую свободную руку подняли вверх. И стоим так в течение 10 секунд. Далее начинаем собирать парашют. После того, как парашютист приземлится, у него аккуратно сложенная сумка будет находиться под грудной перемычкой. Дальше начинаем вязать бесконечную петлю. В бесконечной петле не участвуют красные стропы, потому что вот они разной длины, вот, они не участвуют. После того, как мы прослушали теорию, сейчас мы приступаем к практике. Да. По команде «Пошел», отделяйтесь на метр. Оттолкнулись, оп, и поза призета. Да. По команде «Пошел», отделились, оп, ноги вместе, вплотную присели, то есть поза глубокой группировки. И считайте. 521, 522, 523, кольцо. Кольцо. 524, 525. Купол. Да, это чтобы стропы. И посмотрели, что у вас все хорошо с куполом. Пошел! 521, 522, 523, кольцо, 524, 525, купол. Нет купола. Ваши действия. Нет купола. Ищу запаску, хватаюсь за нее, руку Стоп. назад, Ноги вместе. ноги вместе, выбрасываю, прогибаюсь, Вот прогибаюсь так, да, и вы выбрасываю. правильно. То есть подходит вплотную ко мне. Ногу ставить на обрез. Возле моей ноги ставим.
Ставим ногу, приготовились. Сзади идущий парашютист становится вплотную. Прям вплотную. У вас тут парашют, то есть это плотно. По команде пошел, отделяется, то есть самолет в ту сторону, на метр отпрыгиваем, ноги вместе. И следующий сразу же занимает место него. Пошел. Становимся 521, 522, 523, кольцо, 524, 525, куб. Отлично. Отходим. Это очень Нет, круто, ребят. Это прям здорово. Даже здесь уже адреналин прям. Вот не готов. Вместе. Я не должен. Вот, отлично. Все хорошо. Взгляд, горизонт. Ага. Пошел. Хорошо. Видишь, одно единое целое. Отлично. Приготовился. Если хочется падать, падай, кувыркнись, гаси энергию. Понял. Да. Приготовился. Пошел. Отлично. Хорошо. Не пытайся устоять, кувыркнись. То есть ты ничего страшного. Мне понравилось. Я чувствую, пульс у меня уже прям зашкаливает, так что посмотрим в конце тренировки, что у нас будет. И это еще без прыжка, без самолета еще. Владимир, расскажите, вот я, например, сегодня совершаю первый прыжок, решил прийти в парашютный спорт, хочу достичь каких-то высот. Ну, например, там все мы знаем, в спорте это там такое почетное звание мастера спорта. Парашютный спорт, он уже официальный спорт, он есть в реестре российского спорта, поэтому звания там даются. Вот сколько в среднем стоит новичку дойти до этого вот звания? Скорость, все зависит от талантов человека. И на самом деле, я думаю, что можно и за год, можно и за 3. То есть насколько активно будет прыгать. Как часто прыгать, да? Да, как Вот часто у вас на прыгать. аэродроме в Ватулино как часто прыгать можно? От погоды зависит. Это При понятно, желании профессионалы прыгают и 10, и больше раз за выходные. 10 раз за выходные. То есть в среднем за год сколько реально напрыгать прыжков? За год, например. 500. 500, говоря, да? при возможности, да. Наверное, сейчас, по-моему, так как пока, как ни странно, не отделили трубные и парашютные в отдельные не сделали, то мастер спорта, наверное, проще парашютному спорту напрыгать в трубе, налетать. Подожди, это возможно? Без прыжков реальных получить мастер спорта? Есть люди, имеющие, насколько я сейчас, не знаю, может что-то поменялось, я особо не слежу, но были люди, имеющие разряды, звания и так далее, не имеющие прыжков. Я правильно понимаю, аэротруба это там, где турбина, большой вентилятор создает поток вы воздуха висите, той же да, скоростью, делаете. которую мы испытываем при свободном падении, да? Плюс-минус, да. Так, то есть для людей, которые боятся высоты, это выход? Это выход, но понятно же, да, что мастер спорта по парашютным прыжкам, не имеющий прыжков, это, на мой взгляд, это странно звучит. Традициям, к суевериям, вообще, которые существуют в парашютном спорте. Я знаю, что есть какие-то традиции. Например, что парашютисты отмечают свои юбилейные прыжки. У вас это на аэродроме как происходит? Да, отмечают 100 прыжков, 200, то есть сотни отмечается. Есть какие-то события, там какой-то праздник, день рождения или наоборот, например, отцепка. Человек прыгнул, у него был отказ какой-то на спортивном, произошла, например, отцепка, то как бы принято там какой-нибудь небольшой, типа проставы сделать, то есть что-нибудь вкусняшки. Как это выглядит? Просто что-то вкусное человек приводится. едет, что-нибудь вкусное. Теперь, что касается суеверий. Я знаю, что все, что связано с экстремальным видом спорта, люди очень суеверные, потому что опасный вид спорта, помимо человеческого фактора и техники, еще есть, все мы верим в какие-то там приметы. Есть такое в парашютном спорте? Слово «крайний», наверное, всем известное, да? Точно. Вместо «последний» используется «крайний», а что-то такое навскидку вспомнить. Откуда это пошло? Почему? Последний, видимо, это все, это тупик, за ним ничего Последний нет. в жизни, Да, а крайний? А это крайний, значит, еще за ним что-то. Хорошо, такой вопрос. Давайте по стоимости. Вот, например, сегодня я совершаю первый прыжок. Вы уже сказали то, что для начала мне надо будет предстоит сделать 3 прыжка. Я так понимаю, стоимость не будет меняться, я каждый раз приезжаю. Или второй прыжок у меня уже теории не будет, или что-то изменится? По стоимости не изменяется, потому что основное это все-таки компенсационный взнос. У аэроклуба большие расходы на сам прыжок, и это компенсационный взнос на расходы на прыжок, поэтому для начинающих парашютистов цена идет фиксированная сумма, вернее, финансовая. Если человек развивается дальше, то да, так как растет количество прыжков, расходы, видимо, соответственно, уменьшаются, прыжки становятся дешевле. Да. То есть, ребята, мы видели сейчас, которые у вас на втором, да, на второй программе находятся. Вы были, когда вас подгоняли, заходили, там ребята укладывают парашюты, вот там уже прыжок им обходится в 2800, и укладка отдельно, если своя, то бесплатная, если клубная, то, по-моему, 400 рублей.
Все, пакуем сумку. Ребят, это что-то с чем-то. Это не сравнить ни с чем. Просто когда ты открываешь, видишь, что просто перед тобой мало того белый снег, еще и белые облака, и тебе нужно прыгать, и этот звук пып. И ты должен стигать 521, 522, 523, я просто на автомате. Еще в период вращения я прям вижу, как самолет от меня отходит. Глаза открыты, я дергаю кольцо и жду этот купол, прям реально его ждешь. Купол раскрылся и тишина. Прям полнейшая тишина. И ты просто в облаках. Все, видишь впереди себя одного парашютиста, сзади видишь тоже на куполе, и все, и просто ждешь землю. Это очень здорово. Не описать, сравнить не с чем. Это не высокая скорость, это реально ощущение невесомости, вот, реально свободного падения. Это как затяжной прыжок откуда-то с верхотуры с какой-то. Поэтому вам обязательно надо съездить, попробовать и решить, ваш это спорт или нет. Но попробовать стоит всем. Так, упаковываем сумку. Это будет не быстро. Теперь я понимаю, почему создатель парашюта по истории, он якобы увидел, как женщина достала шелковую вуаль огромной площади из маленькой сумочки. И понял, что парашют надо делать не из плотной ткани накрахмаленной, а из легкого шелка. Вот вам, пожалуйста. Нужно больше практики. Все, возвращаемся на аэродром. В конце мы замеряем количество потраченных калорий и наш пульс.
но я чувствую, их будет достаточно сегодня. Могу сказать, что приземление на самом деле даже менее болезненное, чем мы делали на тренировке. То есть там с высоты как будто бы 1,5 метров, может быть даже метра спрыгнул, ножки вместе, напряжены, и совсем не больно, приземлился. Главное не пытаться устоять, это я понял. Надо наоборот дать погасить свое падение каким-то кувырком или перекатыванием. Так что это не больно, не страшно. Я уверен, даже дети справятся, если все делать правильно. Ну и, ребят, наша постоянная рубрика «Вопросы чемпиону». Сегодня нам на них ответит Петр Анатольевич Псурцев. Он инструктор по парашютному спорту и по совместительству, кстати, соучредитель Дропзоны Ватулин. Приветствую. Спасибо вам, что согласились дать нам интервью. У нас такие вопросы, которые мы задаем чемпионам разных видов спорта, чтобы они с высоты своего опыта поделились с нашими зрителями, кто еще не занимается спортом, либо только начинает заниматься вообще, что хорошего, плохого, в общем, расскажите вообще про этот спорт. Скажите для начала, пожалуйста, что вас мотивирует заниматься спортом вообще? Я бы точнее сказал парашютными прыжками. В целом это не только спорт, прыжки это еще и для удовольствия. То есть спорт это одна из составляющих всего лишь. Что вообще мотивирует? Это такое уникальное занятие, которое со стихией в небе летаешь. Это ни с чем не сравнишь, это нужно пробовать просто. Это никогда не надоест. Я занимаюсь этим больше 25 лет и до сих пор иногда так переоцениваешь, пересматриваешь свои ощущения и так заново смотришь. То есть собственное ощущение от полета, это полета без самолета, не в самолете сидишь, а именно сам летишь, как ты сам летательный аппарат. И контроль, то есть на первых порах это у всех страх, преодоление страха, а дальше то появляется контроль и ощущаешь, как ты можешь своим телом управлять, акробатику какую-то крутить, это очень здорово. И какое-то единение с стихией есть. То есть небо это людей просто затягивает, и они не могут на земле оставаться. То есть спустя 20, вы говорите, занимаетесь уже 25 лет, все равно до сих пор мотивирует продолжать заниматься именно удовольствие от Конечно, то есть это прыжков? Не знаю, как это передать, это просто ты не можешь просто оставаться в выходные в городе, просто едешь на дроп-зону, даже если погода там сомнительная, все равно ты знаешь, что ты хотя бы там разочек в небо сходишь, и у тебя просто энергетика совершенно меняется. Что самое главное в парашютном спорте? Можно ли выделить что-то единое, что прямо является основным в парашютном спорте? Я бы сказал, что надо не забывать про безопасность, это всегда на высшем приоритете, то есть есть люди, которые хотят контент, это все, но безопасность всегда нужна, про нее помните. И оборотная сторона, есть кто наоборот заморачивается на то, что все должно быть все четко, строго, но забывают про... То есть какой-то кураж все-таки тоже должен присутствовать. Вот вы как инструктор, опять же, спортсмен с большим опытом, что посоветуете начинающим парашютистам, а может быть родителям, например, тех детей, которые сейчас хотят пойти в парашютизм? Что бы посоветовал? Надо попробовать для начала, потому что это не для всех. То есть есть люди, которым вообще я лучше буду на земле, и в небо это не мое. То есть есть такое. То есть если взять всех вообще людей, достаточно небольшой процент, кого именно тянет в небо, и они без этого не могут. Вот именно если это заходит, то нужно этим заниматься, и это очень заряжает, и можно. Тут очень много разнообразных дисциплин, и спортивных, и это очень здорово. Надо просто пробовать. И если именно речь о детях, то не надо их заставлять, то есть нужно, чтобы они сами хотели. То есть, ребят, самое главное это взять, поехать на ближайший аэродром и попробовать прыгнуть. Так же, как я, вы видите, ничего сложного нет. Буквально за один день проходишь всю теоретическую подготовку, слушаешь, делаешь, инструктора все доброжелательные, все расположены к тому, чтобы впустить новых людей к себе в вид спорта и просто попробовать. Петр Анатольевич, такой вопрос. Если не парашютный спорт, то чем бы занимались? Каким бы другим видом спорта? Если так жизнь сложилась. Я думаю, что чем-то подобным. То есть, в принципе, многие парашютисты занимаются чем-то аналогичным. Это и параглайдинг, сноуборд, лыжи, серфинг. Все, что такое со стихией, все, что с гравитацией, с воздухом, на открытом воздухе. Это все очень... есть общие черты, такие общие впечатления, эмоции, общие какие-то принципы в управлении. То есть чем-то таким. Но экстримы ищете? В основном, да.
Так, Петр Анатольевич, спасибо большое вам за интервью, за то, что позволили нам приехать, снять весь процесс на вашем аэродроме. Нам все вам за очень ваш понравилось. энтузиазм. Да. Да, Поэтому, и люди, собственно, всегда можете приезжать в подмосковный аэродром, в Атулино. Ждем вас. И вас тут всегда ждут. Ну и самые внимательные, разумеется, могли заметить, что у нас меняется пейзаж и погода. Потому что в парашютном спорте, как уже и в интервью нам сказали, один из важнейших критериев – это погода. Прыжки проходят по фактической погоде. Мешают прыжкам низкая облачность, осадки, сильный ветер, особенно для начинающих парашютистов. Поэтому именно наш второй выпуск мы снимали 2 разных дня. Итак, вот и подошла к концу наша сегодняшняя тренировка по парашютному спорту. Мне за первый прыжок выдали вот такое свидетельство парашютиста. Это выдают всем начинающим парашютистам о том, что вы совершили прыжок. Здесь есть оценка, задание и тип даже парашюта. Так что вот в коллекцию отправляется ко мне. Итак, сегодня за тренировку пиковый пульс составил 147 ударов в минуту, а калорий мы сожгли 656. То есть даже учитывая то, что за обычную часовую тренировку в зале или пробежку 10-километровую или 10 тысяч шагов вы сжигаете 500 калорий, даже на парашютном спорте вроде бы всего лишь за один прыжок я сжег их больше. Так что, никто не будет спорить с тем, что это действительно спорт. И по традиции, естественно, конкурс. Сегодня мы разыгрываем парашютные очки. Они подойдут тем, кто решил заняться парашютным спортом, либо уже занимается. Условия, как всегда, просты. Нужно в комментариях написать слоган для нашего канала. Он у нас уже есть, я все это прекрасно понимаю, но вдруг у вас будут классные идеи, которые мы возьмем себе на заметку. Поэтому пишите в комментариях ваши варианты. Вот мы и познакомились с парашютным спортом, с его дисциплинами, с его традициями и с его суевериями. Испытали свободное падение и с чистой совестью можем добавить его на нашу доску и в нашу копилку. И в конце выпуска совет от меня, как от ведущего. Не пренебрегайте отдыхом. После любых нагрузок организму требуется восстановление. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях спорт, который хотите видеть в следующих выпусках. И помните, неважно, каким спортом вы занимаетесь, главное, что занимаетесь спортом.